Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим с вами о тех людях, с которыми вам не стоит общаться. Уберите их из своих контактов, удалите, заблокируйте, потому что именно они как пиявка сосут с вас все соки. К сожалению, это так. И это энергетические вампиры. Поговорим о признаках вампиров. Как вы их можете узнать, а вы знать можете очень легко, вы даже сами удивитесь, потому что в вашем окружении, если у вас есть проблемы с деньгами, если есть проблемы в отношениях, если проблемы есть с работой, знайте, у вас рядом с вами обязательно есть даже самый маленький энергетический вампирчик, который мешает вам в жизни. Давайте вместе с вами в этой теме более детально будем разбираться. Вы знаете, мы с вами привыкли слышать слово «вампир» в различных фильмах. Вы знаете, они наводят ужас, а персонажи, которые в этот момент возникают перед глазами, леденят сердце и вызывают дрожь по телу. В фильмах их, правда, изображают во всевозможных образах. Есть более страшные, менее страшные, но обычно самой отличительной чертой у них являются клыки, боязнь чеснока, серебра, а ведь это неспроста. Почему? Потому что чеснок, серебро, солнечные лучи излучают светлые положительные энергии. И они очень сильные и способны очищать все на своем пути. А вампир – это негатив, который не может противостоять таким сильным энергиям. Сейчас мы с вами поговорили о фильмах, но в нашей с вами жизни также встречаются вампиры. Они, конечно, не выглядят так, как в фильмах нам показывают. Они не вызывают при виде страх, ужас, но так как и персонажи из фильмов, они боятся влияния светлых энергий. Ведь если задуматься, то и в фильмах это взято из знаний, которые передались нам со старины, просто немного интерпретировано и приукрашено. Так кто же такой энергетический вампир? Все очень просто. Это такой же человек, как и каждый из нас с вами, с такими же руками, ногами, кожей, но у этого человека потребность в том, что ему постоянно нужно отбирать у какого-то человека его жизненные силы, энергии, делая его слабым, из-за чего такой человек может начать болеть, либо же в его жизнь будут приходить разнообразные неприятные события, которые будут разрушать не только ее, но и данного человека. Такие люди очень энергетически сильны, и если ваше биополе слабее их, они обязательно это почувствуют и выберут вас в роли своей жертвы в первую очередь, чем человека, у которого биополе сильнее. И хотя это не всегда такие есть, вампиры высшей категории, которые наоборот выбирают людей, у которых сильное биополе, так как принимают это с одной стороны как вызов, а с другой они способны очень подпитаться энергетически от данного человека, и такой подпитки им хватит на долгий период времени. Энергетическому вампиру не обязательно в наше время стоять перед вами. Есть энергетические вампиры, которые настолько развили свои силы, что могут влиять на вас даже через телевизор, телефон, социальные сети, отбирая у вас энергии. И думаю, каждый из вас, наверное, замечал, что посмотрев какой-то сюжет по телевизору или же посидев некоторое время в интернете, жизненные силы как будто моментально начинают покидать. Хочется спать, все время человек начинает зевать, хочется выпить воды. Все это происходит потому, что биополе дает вам знак, что его разрушают, и всячески таким образом показывает, что вам нужно прекратить заниматься тем, чем вы сейчас занимаетесь. Но, к сожалению, многие принимают это за что? За банальную усталость и тем самым и далее позволяет вампиру влиять на себя. Если вы такое ощутили, нужно тут же подняться на ноги, сделать круг вокруг себя по часовой стрелке и проговорить обязательно такие магические слова от вампира. Защиту обретаю, сейчас стену из своих энергий сильной создаю, биополе этим защищу. Когда проделаете это, сразу пойдите и подержите руки под проточной водой и затем умойтесь. Это очень простой способ, но не позволит влиять энергетическому вампиру на вас, а значит, что немаловажно и отбирать ваши энергии.
Энергетические вампиры, они любят находиться в среде сплетен, каких-то размолвок, недомолвок, конфликтов, так как эта сфера делает их намного сильнее, а энергии, которые в такой момент излучают окружающие, очень сильно их подпитывают, помогают стать сильнее, и они в основном сами провоцируют такие ситуации, а затем могут стать в стороне и наблюдать за тем, как разгорается конфликт. Могут со стороны подлить и масло в огонь и снова стоять смотреть на то, что происходит, получая от этого огромное удовольствие. Энергетических вампиров нужно научиться отличать, чтобы не попадать под их влияние, или для того, чтобы, если возможность сократить с ними общение нет, иметь возможность выставить правильную энергетическую защиту, чем сделать себя недоступным, сделать для себя недоступным для такого человека и изменить его интерес уже в другом направлении. Запомните раз и навсегда, любому вампиру нужны эмоции, и обязательно негативные. Они не будут жалеть своих сил, чтобы это получить, поэтому порой могут быть очень опасными и неприятными людьми, которые то и дело, что обижают окружающих, тогда их легко распознать, но бывает и такое, что вампир маскируется под среду обитания среди людей, которых находится, поэтому всячески старается себя не выдавать, а значит и распознать его уже не так будет и просто. После общения с энергетическим вампиром можно ощущать не только слабость, но и гнев, перевозбуждение, желание плакать, ругаться или же выяснять отношения со всеми, кто в этот день встретится на его пути, так как в таком случае энергетический вампир дает установку, которую на энергетическом уровне вы впитываете, а он будет получать не только вашу энергию, но и тех, с кем вы соприкоснетесь на работе, в транспорте, в магазине, в семье. Данные люди потом понесут это в свой круг общения, и так будет продолжаться до тех пор, пока кто-то не встретится более сильный и не примет эту энергию к себе или же не будет иметь защиту от энергетических вампиров. Но пока такой человек встанет на путь вампира, тот же достаточно натворит бед и создаст конфликтов, отобрав энергии, которые сделают его более сильным. Если это будет длиться на протяжении нескольких дней, то с помощью такого разрушительного негатива он может перейти даже в категорию более сильного ранга вампиров, а это уже не под силу каждому. Вампиры очень сильно любят себя, они гордятся собой, они даже стараются преподносить свои качества, указывая, что они лучше всех, даже если они ординарная личность, в которой абсолютно нет ничего интересного. Поэтому они могут очень много говорить о себе, при этом с гордостью и превосходством. Они любят создавать вокруг себя какие-то драматические ситуации, при этом они же сами их и провоцируют. Но когда их начинают жалеть, они в такой момент имеют возможность отобрать у того, кто это делает, сильные энергии. Такие люди всегда чем-то огорчены, у них всегда все плохо. Даже когда все хорошо, они придумают, как сделать так, чтобы было плохо. Им нравится это состояние. Они любят уныние. Это их энергетическая среда. Помните об этом. Энергетические вампиры любят винить других людей, ставя людей в непредвиденное положение, в неприятное. Им нравится видеть, как человек оправдывается перед ними, и при этом они настолько умеют манипулировать людьми, что способны создать такую ситуацию на ровном месте. Им не требуется для того, чтобы разыграть спектакль, где они будут играть роль жертвы, особая подготовка или какое-то определенное время. А если они будут видеть, что человек начнет оправдываться, то все будет становиться только хуже. Они могут создать даже видимость очень сильной обиды и уйти, чтобы человек мучился и пришел извиняться. И в такой момент человек будет слаб, и у него будет возможность разрушить биополе. Энергетические вампиры, они сами по себе очень ревнивы. Их ревность выходит за все рамки сознания и приличия. Они могут ревновать всех, друзей, семью, знакомых, делать это, как говорят, на ровном месте и при самом обычном разговоре. Им нравится брать под контроль жизнь другого человека. Они деспотичны и способны получать от этого удовольствие, видя, как к ним приходят за каким-то одобрением, а они с гордым видом отказывают. Человек огорчается
огорчается, а вот они в этот момент радуются и ликуют. Они пессимисты, у них всегда все плохо, но не потому, что у них плохая жизнь, а потому, что такими словами, действиями они способны притягивать в свою именно неприятные события, людей, а значит и разрушительный негатив, который им нужен для того, чтобы они чувствовали себя хорошо, так как находиться в окружении негатива постоянно нужно им от природы. Они любят, когда все внимание акцентрируется на них, независимо, находятся они у себя дома или же у кого-то в гостях. Такие люди способны манипулировать своим здоровьем только для того, чтобы переключить тему на себя. Могут ни с того ни с сего, сидя за столом, озвучить, что у них давление или что очень сильно, например, болит голова. Если люди будут продолжать разговор и не будут на это обращать никакого внимания, они не поленятся это повторить еще раз и раз. Им важно, чтобы их боготворили. Хотя если посмотреть на них со стороны, то часто нет понимания за что, но они считают, что они превосходны и непонятно, чем это заслуживают, не задумываясь о том, что это даже в какой-то степени смешно и неинтересно. Запомните, им всегда нужны эмоции. Чаще всего это хвастовство, поэтому часто можно заметить у таких людей, как они выставляют свою жизнь на показ. Ну, например, пьют кофе и шлют подругам фотографии этого процесса. Готовы пойти в магазин, потратить последние деньги на какую-то шляпку, но сделать так, чтобы он у какой-то подруги, которая по факту таковой не является, вызвать зависть. Едут на курорт не для того, чтобы отдохнуть, а для того, чтобы выставить в интернете фотографии, и у тех, кто будет им завидовать, отбирать в такой момент энергии. Они завистливые, могут завидовать тому, кто моложе их, пытаясь подчеркнуть человеку какой-то неприятной фразой, что-то, например, касательно внешности. Хотя фразы эти придуманы, но им нравится портить настроение. Они часто не смотрят за своей фигурой, много едят, но сказать кому-то о том, что данному человеку нужно садиться на диету, или же то, что они выглядят миниатюрной, поспешат. Им нужно, чтобы вокруг них все грустили. Вот тогда им хорошо, уютно и комфортно. Данным людям важно, чтобы все было только по их правилам. Их не интересует, что у кого-то могут быть какие-то свои правила, заботы или же просто нежелание видеть их. Нет, они будут навязываться, будут рассказывать, как кому нужно поступать. А те, кто попадают под их энергетическое влияние, давление, не могут вырваться на протяжении многих лет. Это касается даже мужчин, которые с виду кажутся крепкими, сильными, мужественными, решительными. Они способны подавить всех, если ощущают слабинку, начинают еще больше воздействовать и еще больше командовать, пытаясь выдавать это за заботу, которой на самом деле и вовсе нет. Они не умеют любить, но постоянно с легкостью и со всеми говорят о любви. От них очень просто услышать фразу «люблю тебя». Хотя еще полчаса назад данный человек мог рассказывать вам о ваших недостатках. Они не умеют любить и свою семью, использовать в собственных целях, да, но вот любить искренне, по-настоящему, к сожалению, нет. Вампиры очень любят деньги, но денежная энергия не приходит в их жизнь в нужном им количестве. Поэтому они стараются отбирать ее у близких людей в окружении, настаивать на каких-то покупках, ставить данных людей в непредвиденную ситуацию, когда им неудобно будет отказать. Пытаются хитрить, не считая того, что кто-то эти действия может просчитать, ведь они думают, что они безумно умны. Если они получат нужную денежную сумму, то о любви перестанет просто-навсего идти речь. Им это будет уже неинтересно. Неинтересны будут и близкие люди, ведь результат достигнут, а остальное им не нужно. Такие люди любят, когда за их жизнь кто-то берет ответственность. Им нравится, если что-то не получится, так как им того будет хотеться. Они смогут этого человека обвинить, сказать, что все потому, что он совершил какой-то неправильный поступок, что лично они бы никогда так не сделали и могут даже обвинить данного человека в глупости. Они любят обвинять, грубить, хамить. Это их истинная сущность. Не следят вовсе за тем, что произносят вслух. Будут потом с несчастьем
частным видом извиняться, что, мол, они не хотели обидеть, не понимают так, как получилось. Ну и самой любимой фразой является «извини, если что не так». Но эта фраза ничего не значит. Поэтому, если вы часто ее слышите, то вы должны понимать, какой перед вами человек и что сказано, это все просто так, чтобы сгладить данную ситуацию. Затем выждать момент и отобрать еще больше энергии, когда вы того не будете просто-навсего ожидать. Также эти люди любят делать из себя обиженных. Если видят, что не способны контролировать ситуацию, то могут даже начать плакать. У них это получается с большой легкостью. Поэтому слезы снова-таки ничего не значат. Они знают, когда вы будете чувствовать себя виноватым, они смогут управлять вами, как того пожелают. И так как человек, который ощущает вину, будет стараться быстрее исправить возникшую ситуацию. Часто они задают и неприятные вопросы, вмешиваются в личную жизнь всех тех, кто находится в их окружении. Рассказывают то, каким образом они это узнают, но что стоило бы держать в секрете. Им нравятся тайны, нравится их создавать и нравится их точно так же выдавать. Поэтому такой человек никогда не будет держать чужой секрет. Также они любят осуждать, сплетничать, хотя не будут абсолютно рады тому, если кто-то точно так же будет поступать с ними. И здесь реакция с их стороны будет моментальной, грубой, чтобы притянуть негативные энергии себе в помощь и таким образом защититься. Поэтому, девочки и мальчики, обращайте внимание на эти советы и рекомендации. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы предполагаете, что в его окружении могут быть энергетические вампиры, и как же ему нужно защищаться. А прямо сейчас ставьте лайк, обязательно подписывайтесь. А прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Девочки и мальчики, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.